Дорогие друзья, дамы и господа, в этом седьмом эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжу представлять историю разлученной вечной пары. В этом седьмом эпизоде я расскажу о том, как жена из этой разлученной пары, став грозным и мощным оружием с природой и защитой самого Нарисимхадева, Господа в его яростной форме, уничтожающей самых злобных злодеев, уничтожила 40 самых мощных асуров в ассурических мирах, таких асуров, которых никто не мог уничтожить, и которые благодаря этому творили самые злобные злодеяния. Итого, в этом эпизоде я представлю, как она уничтожала этих асуров. Убираем детей от экранов, телевизоров. Эта история не предназначена для детских ушей. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура». Я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара. И вот, когда мы с ним оказались разлучены вследствие проклятия, мой вечный муж стал Асуром, а я попала на высшие райские планеты и стала танцевать там танцы преданности божеству Нарисимхадева. Во время этих танцев я полюбила божество Нарисимхадева всей душой и каким-то невероятным образом стала его женой. И во время одного из танцев вошла мысленно в это божество и растворилась в нем. Я очень долгое и неисчислимое время была растворенная в божестве Нарисимхадева на высших райских планетах. В это время мой муж, будучи асуром в ассурических мирах, чувствовал без меня себя очень тягостно и начал призывать меня к себе, чтобы я пришла к нему в ассурические миры. И из-за этого его призыва ко мне Нарисимхадев сказал мне, что мне пора выйти из-за его божества на высших райских планетах и пойти воплощаться. И, получив природу самого Нарисимхадева, божества, Господа на высших райских планетах, я стала очень мощным грозным оружием. Я стала воплощаться в ассурических мирах, там, где воплощался и мой вечный муж. 40 раз я воплощалась в ассурических мирах для того, чтобы ответить на призыв моего вечного мужа и при этом уничтожить каждый раз очередного самого мощного, наисильнейшего асура, до которого никто не мог дотянуться и которого никто не мог уничтожить. 40 раз я воплощалась в ассурических мирах по призыву моего вечного мужа. Каждое свое воплощение я становилась женой самого мощного и выдающегося асура, которому не было доступа никому. Я каким-то образом попадалась ему на глаза. Он замечал меня, привлекался мной. У меня была такая внешность, такой характер, такой набор качеств, которые нравились именно ему. И он не мог не клюнуть на меня, так как все было продумано до мелочей, еще до моего рождения в том моем физическом теле. Я была таким неотразимым дротиком, чей удар отразить невозможно. Такое 100% попадание в цель. Все во мне было предусмотрено, чтобы этот асур точно запал на меня. Он сам приближал меня к себе и влюблялся в меня. Я в него тоже. Я любила его на самом деле искренне, беззаветно, всей душой. Он нырял в меня с головой. Мы с ним становились чудесной, замечательной, идеальной парой. Мы с ним жили счастливой супружеской жизнью, но с течением времени ему приходили в голову желания, каким-то образом подогреваемые теми или иными якобы случайными событиями, которые происходили соответственно плану, созданному мной с моей командой каких-то уникальных спецов. И эти события, как бы случайные, подталкивали его к тому, чтобы начать устраивать оргии со мной в главной роли. Так как этот асур был очень мощным, самым главным асуром в то время, когда я там воплощалась, у него с его дружками любимой игрой были оргии с девушками. И хотя этот асур очень сильно любил меня, но тем или иным образом в нем настолько сильно подогревалось какими-то событиями это желание, чтобы все-таки эти оргии случились со мной в главной роли, то он через какое-то время ломался под тяжестью этого желания, и эти оргии все-таки происходили. Но так как я была верной и целомудренной по природе и сама ни за что на такое не пошла бы, то он проделывал какие-то манипуляции надо мной, чтобы я не осознавала действительности и была бы как под действием, то ли каких-то чар, то ли гипноза, то ли каких-то веществ, туманящих сознание, но раскрепощающих интимно. И он отдавал меня своим дружкам побаловаться на их дружные утехи со мной в главной роли.
Этот мой муж Асур продолжал меня любить. Но еще до моего появления в его жизни он уже любил баловаться такими оргиями и не считал это чем-то зазорным. И тем более ситуации складывались таким образом, чтобы разогревать в нем это желание, и чтобы он не мог противиться этому вдруг всплывшему, откуда ни возьмись, давнему пристрастию. И он вместе с его дружками дружно изгалялись надо мной, когда я не осознавала действительности, была полностью раскрепощена и уверена, что со мной мой любимый муж. И это была не единичная оргия, это была достаточно большая череда таких оргий, в которых я была главным объектом наслаждения для моего мужа с товарищами. Когда оргия очередная заканчивалась, я приходила в себя, и мне попадались на глаза свидетельства, как бы улики, которые подталкивали меня к мысли, что со мной происходило что-то не то. Также у меня были какие-то видения, как бы сны, в которых я видела себя в тех оргиях как бы со стороны, как будто мне показывали все снаружи, что там происходило. Это были ужасные сны и ужасные видения. Я никому про это не рассказывала, так как мне было стыдно, что мне вообще такое в голову приходит. И свидетельства наталкивали меня на мысль, что вот что-то подобное, что я видела в этих видениях, в этих снах, все-таки было. И также что-то не то я ощущала в своем теле. Но мой муж говорил мне, что все это мне просто кажется и не стоит моего внимания. В какой-то момент с моих глаз снималась пелена. Этот спящий агент вдруг просыпался от своего сна и приступал к своим прямым обязанностям. Это всегда было во время интимной близости. Мы с моим очередным мужем Асуром, которого я на самом деле должна была уничтожить, занимались интимом. Я была сверху, и прямо во время моих движений перед моим внутренним взором вдруг начинали всплывать отрывки из моих видений, в которых я себя видела в этих оргиях. И каждому этому кусочку видений подстыковывалась какая-то улика, какое-то свидетельство, которое я встречала уже в реальной жизни и которое меня как-то смущало сильно. Эти мои кусочки видений, как кусочки пазлов, совмещались с этими уликами, с догадками. Все эти кусочки пазла из улик и видений складывались четко, в совершенно четкую картину. И я совершенно четко осознавала, что моя верность, моя любовь, мое доверие, моя нежность были поруганы вот этим мужчиной, который лежит подо мной и которого я считала своим мужем, и которому я доверяла себя всю и всю свою жизнь, которого любила всей своей душой. Я четко видела все, как он фактически продавал меня своим дружкам, и как они всей толпой унижали мое женское достоинство, ввергнув меня в какое-то затуманенное состояние сознания. И тогда у меня включалась функция уничтожения асуров. Мы с ним как бы менялись ролями в интиме. Из меня на каком-то энергетическом плане снизу стала выдвигаться к такой сияющий какой-то мощный столб света, как лазерный меч, лазерный луч. Этот лазерный меч с каждым моим движением выдвигался из меня в тело моего мужа и продвигался в его энергетическом теле все дальше и дальше, с каждым движением уничтожая, сжигая все его чакры, всю его ассурическую природу, все, что у него там было. С каждым моим движением меч приближался все ближе и ближе к его сахасрара-чакре, и когда он достигал сахасрара-чакры и пронзал энергетическое тело этого асура насквозь, заполняя своим сиянием все его естество, у этого асура уже все было сожжено. Вся его ассурическая природа была полностью сожжена, там была черная полая труба, которая была готова к приему того, что в нее вложит. Тут мой муж Асур впадал в блаженство неимоверной интенсивности и глубины. Он ощущал такую всеобъемлющую любовь, что все предохранители его тела слетали, так как тело не может выдерживать такое невообразимое блаженство. И он в неистовом наслаждении больше не мог выдерживать нахождение в своем теле и покидал его. Все ассурическое в нем было
полностью уничтожена напрочь и бесповоротно. Этот сияющий мистический меч, который выходил на каком-то энергетическом невидимом плане из меня и двигался. Я видела это на каком-то внутреннем экране, каким-то непонятным зрением. Этот меч пропадал. И задача той моей жизни была выполнена полностью. Очередной, наисильнейший, недосягаемый асур был убит. Тут же я приходила в себя и, сидя у бездыханного тела своего горячо и нежно любимого мужа, в полном отчаянии взмаливалась Богу, что жизнь не могу без этого мужчины. Во мне разгорался какой-то невидимый мистический огонь. Он начинал бушевать снизу вверх, тоже на каком-то невидимом плане, мистическом. И весь этот огонь, бушевавший, заполнял все мое естество, и я тоже покидала свое тело. Когда я выходила из тела, я попадала в объятия моей команды, с которой мы запланировали уничтожение этого очередного наисильнейшего недосягаемого асура. Я осознавала, кто я на самом деле, и видела, что задание выполнено чисто. Я вовремя ушла из той опасной ситуации, избежав закономерно последовавшей бы жестокой расправы надо мной асурами после смерти их предводителя. Таким образом, я 40 раз воплощалась в ассурических мирах по призыву моего вечного мужа, и таким образом каждый раз я убивала очередного наисильнейшего и недосягаемого асура. Почему я каждый раз шла по одному и тому же сценарию? Почему у меня был такой почерк моих действий, по которому можно было вычислить, что это сделала одна и та же личность, и что из этого всего последовало, и для чего это было нужно, я расскажу в следующем эпизоде. Всего доброго, удачи вам всем, всех благ. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комменты. И до следующих новых эпизодов.